Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и сегодня у нас мастер-класс по бровям. И к нам приехала наш амбассадор из города Калининград, это Татьяна Даламанджи, и она покажет, как она работает, расскажет все свои фишечки. И вот начало уже интересное, потому что она рисует эскиз линиями, она не заштриховывает полностью, и она рисует при помощи нитки. У нас давно такого не было, сейчас она покажет, как это делает. Мы берем самую обычную нить и обычным карандашом, грифелем проводим. Пачкаем, да? Пачками, да, чтобы оставались следы. Кстати, нить необычная. Мы искали нить и нашли зубную нить. И она, кстати, очень удобная. Главное, чтобы она рисовала. Ставим самые основные отметочки, откуда будет. Но это не самое начало брови, то есть она будет начинаться. То есть вот глазик наш начало. Чуть ближе. Сюда берем. Ты, получается, ты на начало ноздри ориентируешься, да? Как бы первая вот линия. эти вот наши. Бывают ноздри тоже разные, мы тогда просто начало глаза отмечаю и чуть-чуть все равно прибавляем, потому что рост сюда больше всегда идет. Здесь так же. Примерно. Тут чуть-чуть. Так, потом сейчас смотрим на меня, на нос где-то. И от крыла носа и через зрачок, вот эту край радужки. Тут серединочка. И по краю глазик у нас будет также от крыла носа. Сюда. Это будет хвостик. Здесь все то же самое. Дальше отмечаю линию низа. И она идет ровненькая, то есть у нас начало и хвостик на одной линии, чтобы бровь, хвост не был ниже начала, чтобы они не были грустные. Так. Ширину. Ну, обычно беру ширину, вот как растут, по росту ближе. А что ты берешь как эталонную точку горизонтали? Как бы уголки глаз или что? На что ты ориентируешься? Вообще смотрю в общем в лицо, то есть свои брови здесь более такие опущенные сильно. И по росту смотрю, чтобы захватить, в принципе, волоски все. Вообще в общем рисую форму, чтобы больше сохранить волосков своих. Ну, конечно, бывает, что там вообще какие-нибудь брови растут низко, тогда да, меняем немножко. А так в основном больше отталкиваемся от своего роста. То есть здесь вот эта середина, вот это первая и вторая линия, то есть потом мы делим пополам. По идее у нас тут изгиб вот этот. Внутренний изгиб? Да. Понятно. Ну и высоту, то есть где будет излом. Они тоже такие довольно низко. Брови растут. Я бы приподняла, то есть из формы своей природной, чтобы я поменяла, то есть вот эти уголочки чуть-чуть приподнять прям. А то они прямые, да? Да, они прям вниз такие растут. И теперь ты соединяешь точки, получается, просто, да? Ну, вообще это для меня прям ориентир уже, чтобы не постоянно не отходить, вот по 100 раз не смотреть так. Ты уже прикинула, какой цвет выберешь для этих бровей? Потому что это такой спорный вариант, волосы... Здесь у нее более русый свой, да, а по цвету она хочет потемнее прям. Но получается, смотри, темный цвет на коже и светлые рельефные волоски, это будет странно. Я бы взяла обычно 103-й, он такой, он у меня все равно заживает такой прям. Каштан, понятно. На что ты ориентируешься при выборе цвета для клиентов? В основном я ориентируюсь цвет волос, вот эти именно на бровях и на голове все равно. То есть в общем смотришь цвет лица, то есть кожу больше смотрю, там холодный, теплый, вообще в общем, да, человек, цветотип. А чтобы прям по толщине толстая, тонкая кожа, я как бы редко это беру вообще в учет, потому что цвет особо, я не скажу, что он прям отличается. Но если прям вообще толстая пористая, тогда да, теплее прям беру цвет. Я думаю, это просто потому, что мы с тобой обсудили, у тебя легкая рука, ты говоришь, да, и поэтому у тебя даже прохладные заживают хорошо. А я только работаю холодными, то есть я, из всех моих ходовых, они все холодные. То есть я теплыми, и они заживают все равно более теплыми. Я не скажу, что они вообще, как указано, что это прохладный цвет, они все равно такие с теплинкой есть там, да? Безусловно. И поэтому они заживают хорошо. Даже самый холодный, который 105-й, я вообще часто работаю. Это брюнет он. И он тоже очень такой прям красивый. А теплыми я не работаю. То есть я попробовала даже тот же
Блин, 107 я пробовала. По-моему, это теплый каштан, да? Ну, как он? Я не помню. Вот. Он прям вообще, он такой прям желтовато-коричневый у меня получается. Хотя я очень плотно его укладывала. Основное количество людей все-таки с тяжелой рукой, понимаешь? То есть они заглубляются, и эта теплота в пигментах позволяет выглядеть цвету нормально. А ты вот любишь с легкой рукой со своей работать холодными цветами, поняла? Для тебя отлично подойдет базовая линейка тогда. Ну, я ее не пробовала. Не пробовала еще? То есть там максимально концентрированные и максимально темные цвета, и ты в них сама добавляешь, получается, цвета-корректоры, регулируешь тепло-холодность. И ты можешь прям, то есть если тебе нужны еще холоднее цвета, ты можешь их использовать. Поняла? И они более яркие, более темные. Так что ты должна обязательно их попробовать. Хорошо. А сколько по времени работаешь? Обычно часа полтора. Часа 2, полтора? если прям что-то сложное. Хотя, кстати, я поменяла машинку на Белар. А чем до этого работала? Шайен Спирит у меня. А спирит, кстати, мягенький, может, поэтому долго работал? И дольше я, да, делала почему-то. Хотя мне, нет, по ощущениям, мне наоборот, Белар больше понравился. Он прям такой... Это для же меня он прям мягче. Он же лайнер, по сути. То есть он очень такой быстроход. Короткоход, быстроход. Вездеход. Ну, я тоже не скажу. Может, я всегда делала вылет иглы маленький. И я взяла, тоже переживала, что, вот говорят, он короткоход, ну, нормально. А какой у тебя вылет на нем? Они же тоже все чутка отличаются. Какой вот? Миллиметр-полтора есть? Я так... Ну, да. Ну, сейчас глянем. А какими ты модулями работаешь? Квадрон. Квадрон? Да. Чтобы более четко было видно форму, это все можно заштриховать белым цветом. Обычно белым мягким карандашом. Тогда лучше видна асимметрия вся вот эта. Так лучше видно и для клиента. В принципе, когда эскиз смотрит, тоже более понятна форма. Здесь лучше видно, то есть на фоне белого вся асимметрия, в принципе, сразу в глаза бросается, если что-то где-то это как неровно. губы обводят белым да. тоже, да, губы, для этого? Да, прям четко тогда видно. Расскажи, Тань, добавляешь ли ты разбавитель в пигменты? Если нет, то почему? Разбавитель я не добавляю, потому что, опять-таки, зависит от руки, то есть от остатков. Если глубже работаешь, тогда можно разбавить его. А так у меня очень поверхностно, то есть они и так светленькие заживают. Если его еще разбавить, то есть мне, наоборот, нужна большая концентрация, чтобы было больше цвета. И быстрее работалось бы, да? Да, быстрее, остаток больше. А добавляю разбавитель в основном губные, которые густые. Губные тоже, они не все густые, кстати. Какие-то прям нормальные. Короче, все показала. Все понятно. И ты трясешь, молодец, долго пигмент. Да, И ты выбрала все-таки какой? 103. 103 каштан. Понятно. Расскажи, как ты сидишь во время процедуры, ездишь вокруг или с одной стороны? Нет, я работаю с одной стороны, всегда справа. То есть для удобства просто поворачиваю клиента. То есть. Расскажи, пожалуйста, Тань, с какой стороны ты начинаешь, почему, как ты вообще руки ставишь, покажи нам. Мне удобнее справа и с правой брови. То есть первый проход. Ты так интересно пигмент набираешь надолго, чтобы его много попало туда? Ну да. Прям на дольше хватает. прикольно. С хвостика, да, С тоже хвостика, да. начинаешь? И вообще обычно, работаю маятником. Расскажи, вот объясни, маятником это значит в коже ты находишься и туда-сюда То есть это двигаешься? штрих и туда входит, и обратно. В две то есть стороны. туда. Мгм. Да. Какой длины примерно? Тоже смотря какая кожа. То есть в основном Сантиметр примерно, да, на вид? Первый проход возвращаюсь прям, он такой плотненький довольно. И где-то 90% бывает назад. Либо 50%. Подожди, ты, получается, от нижнего края поднимаешься к верхнему, потом Да, то есть и постепенно. И в обе так, стороны, всё. туда-назад, без конца много раз. Примерно сколько штрихов ты кладешь на хвостик? О, Много, да? Да. Очень много, судя по всему, да. И плюс то, что они у меня, то есть ты чувствуешь, что прям первый проход, он такой прям аккуратный-аккуратный. Потому что посмотреть вообще, как это все укладывается, чтобы не заглубить. Ты, получается, от белой границы до белой границы доходишь Ну да, четко, то есть да? вот это Находишь на... То, что я нарисовала, я на нее захожу. Заходишь. Прям, То есть ты, когда рисуешь, ты
это понимая с учетом делаешь того, что ты зайдешь на эту линию, Даже да? поверху еще прям больше Дымку захожу, дальше. потому что здесь прям растушевано заживает, они вообще светленькие. А когда у тебя яркие пучки в середине, ты уплотняешься в середине сильно, да? Яркие пучки, ну, Волос, в принципе, волос. волос. Мгм. Нет, не особо тогда. Как вот ты, любишь градиент или ты просто Нет, равномерно прокрашиваешь? не люблю. Не любишь. Это знаешь, как Ну, бывает, середина плотная, а потом такая дымка на полметра. Ну, как-то в меру прям, чтобы это было. Она в основном дымка, когда свежая работа, прям дымка-дымка, она классно смотрится, а заживает она вообще светленькая. Ну да, ее не видно. Ее не почти. видно. Потом все равно приходится эту дымку прям такая, она плотненькая. Но я не люблю, чтобы прям четкая граница была. Не любишь или любишь? Мгм. Не любишь, правильно. Молодец. То есть, потому что бывает работают прям тут тормозя, так Да. прям выводит, прям линию. Я тоже То не есть люблю я так такое. прям не люблю. Когда ты проверяешь, легло, не легло, Ну, правильный ли я нажим? где-то до апекса дохожу и хвостик стираю. Понятно. То есть ты настолько уверена в легкости своей руки, что в самом начале я не уже проверяешь, как-то, да? привыкла. А бывает, что вообще не проверяю. Да? А не бывает, что удивляешься потом? Нет. Нет? Не, бывает, что удивляюсь, там, знаешь, кажется, что вроде так прям нормально прошла, а тут смываю, а там еле-еле. У меня хотя бы, чтобы еле-еле, даже если видно, то, все равно это ж я рисовала, я, в принципе, знаю. Чуть-чуть видно. Бывает такое, что стерла и ничего нету? Еле-еле прям заметно, но все равно хоть чуть-чуть, но должно быть. Потом анестезией, в принципе, мажешь, она все проявляет так. Какой процесс? Ты проходишь всю бровь, наносишь анестезию, Фиксируем, да. Сейчас уходишь на эскиз. следующую? Нет. Но Да. я полностью делаю одну бровь, потом другую. В какой-то момент ты садишься смотреть по симметрии там, в процессе? В основном нет. Если все нормально фиксируется, то есть вот я сделала первый проход, и я вижу форму, остаток нормальный, то в основном так не проверяю. В конце уже смотрю, если что-то добавляю. Я вот смотрю, вижу, что ты рукой вот этой левой двигаешь бровь туда-сюда тоже. То есть она ты, натягивается, да, удобно. да, что ты делаешь? Ты натягиваешь ее и опускаешь глазом на мягкое место или что? Наоборот, даже здесь вот кость идет, то есть на нее прям. Уводишь с кости, да? Или наоборот, на кость? На кость, да. И ты ставишь пальцы на эскиз, не боишься его размазать, да? Да нет, он не размножится. Угу. Кстати, вот эти сухие карандаши, они хорошо держат форму. Плюс даже если черный обычно может смыться, отпечататься, белый остается. Если ты стерла, проверила, и там, допустим, слабый остаток, что ты меняешь в своей работе? Плотность, более плотно стараюсь пройти. Но нажим редко прям, но чуть-чуть стараюсь его все равно посильнее делать. То есть первое – это плотность, да? Потому что первый проход все равно, по мне так, он такой слабенький остаток должен быть. Чисто вот, чтобы форму было видно. Тоже много смотрю, некоторые пишут там в 3 прохода или в 2 все сделано. У меня все равно, обычно прохода 4. То есть они такие более легкие, мне все равно. Напылила, напылила, да? да. Угу. Нет цели с первого раза положить так, чтобы... То есть мне проще по чуть-чуть где-то все добавлять. Но я, кстати, думаю, что это особенность иглы вот этой 0,25, потому что она же прям пылит вообще, вот там никаких маленькие пикселей точечки прям, нету, да. вот этих точек больших никаких нету, да. Поэтому ты вот так вот напыляешь. Прям плотно тогда все равно надо. Но это хороший урок для тех, кто... И разница большая для тех, кто смотрит и учится, какие иглы выбирать сейчас, думает, решает. То есть 0,25 иглами немногие мастера работают на растушевках. И вот сейчас Таня показывает, рассказывает. И это важно, насколько много штрихов она кладет. Надо посмотреть, потому что иногда там 10 штрихов промашут, стирают, и ничего не остается. И люди пишут: вот я прошла проход, ничего не осталось, пигменты плохие. Я все время ржу с этого. За 10 штрихов во всю ширину брови, да, тонюсенькой иглой. Тут, наверное, можно посчитать для интереса, сколько штрихов примерно. Причем в обе стороны. Это в 2 раза увеличить надо, получается. Сколько лет ты работаешь? 2 года. 2 года? А до нас ты какими пигментами работала? Был Тинель, и всегда Тинелем только. Я изначально на них А на начала. наших сколько ты работаешь? Год уже. То есть у тебя То уже есть и я зажившие, начала- и обновления уже пошли, Да. ты наблюдаешь, Мгм. как выглядят?
Я когда только начала на ваших работать, и вы меня сразу амбассадором взяли, я такая думаю, ну там, может, несколько месяцев я поработала. А мы же выбираем в амбассадоры не потому, что срок большой, а потому что работы нам Мне нравятся. Дима написал, да, я выкладывала Да. работу, отмечала. Я же сначала вообще отказалась, даже такая думаю, да, я говорю, Дима, ты чего? Я говорю, я только год работаю, думаю. Я недостойна, я Я слишком ещё, мало да. работаю. Да? И пигменты только взяла, ну, вот только. Ну, то есть у меня еще не было заживших, там не приходили толком, вот прям полноценных. Потом он мне написал второй раз, где-то спустя неделю, я такая говорю, ну, я подумаю, как бы, я говорю, мне кажется, еще рано. Скромница. И он мне потом еще раз пишет, говорит, что я, ну, передумала, может быть. Я такая, ладно, давай. Ну, Согласилась. а вот да. получается, спустя год довольна ты остатками? Да, намного. То есть, если сравнить с Тинелем, то есть, да, я пробовала только Тинель, потому что... То есть у тебя Остальные- два пигмента в твоей жизни, Да. Тинели наши, да? Я такая нелюбительна перебирать. Мне проще сначала поузнаю, то есть через другие работы, да, смотришь как бы по составу, по отзывам, по всему. И лучше сразу. То есть, ну, тут как-то я не любитель экспериментов, тем более на людях. Когда нагребают огромное количество разных пигментов и Тем все более пробуют, я да? мне нельзя пробовать там в У городе. себя? Да. Слишком У меня маленький маленький город? город, да. Но сделаешь не так, что она пошла, всем рассказала. Здесь надо сразу нормально выбирать и нормально делать. А что тебе не нравилось в Тинели? Но для меня они слабенькие прям. У меня у меня всегда было 3 процедуры. То есть я в 2 процедуры я не укладывалась прям. В основном постоянно. И он такой, он выходит прям, ну, через такой серенький прям. Ну и то по сравнению, допустим, с другими, вот как я смотрела, iColor, он тоже, ну, он вообще прям такой через серый. Опять-таки выходит, смотря как уложить. Ну, я думаю, что это очень сильно влияет всегда. То есть, на когда он около. так поверхностно и не сильно-сильно плотно, прям так, то он нормально, ну, как бы сходит, так цвет не меняется. А наши сейчас возвращаются как, в каком виде? Блин, они возвращаются, я, в принципе, их еще обратно отправляю, еще как бы все хорошо, но цвет мне нравится больше. То есть там нет такой серости прям. Причем ты работаешь Причем я только с холодными работаю, да, да. оттенками. Я изначально, вот как только самые первые, я заказала 107 и 106 по отзывам, то есть теплые. Я, то есть, сделала пару работ. То есть коррекцию я делала уже другими цветами холодными. Потому что она пришла, то есть я понимаю, что это вообще не то. Вот этот 106, он такой теплый брюнет, по-моему, он прям такой, ну, то есть если растушевку, не знаю, мне он не пошел, тем более, когда он прям легкий. Тебе точно надо попробовать базовые цвета. Там есть таблицы, где, ну, ты поняла, да, где примерные пропорции наших основных пигментов. Но ты можешь свои делать, то есть ты можешь прям холоднее. Тая, вот у нас Тая Перфектова, помнишь, знаешь, амбассадор? Она только базовыми сейчас работает цветами. Да, и она их мешает между собой зачем-то. Но вообще не добавляет корректор. И она все время зажившие выставляет, ну, прям красивые цвета. То есть это, получается, много зависит от региона, где живешь, потому что она живет в Якутии, и там кожи более какие-то плотные, какие-то такие другие, ближе к азиатским, получается. И от руки. А раз рука твоя легкая, то ты точно базовыми вообще умрешь от восторга работать. Они же, понимаешь, быстрее будут укладываться, они же ярче еще. Когда ты к головке подходишь, ты что-то меняешь? Или все то же самое, потому что у тебя равномерная здесь, то есть, дымка везде? более воздушно, все равно как-то меньше прохожу. Меньше чтобы штрихов вот кладешь? это, ну, чтобы здесь не было контура. Вот этой границы, которую я нарисовала. То есть, чтобы ее не было. А направление штрихов такое же остается? Ну, не всегда. Ну, в основном первый проход, да, в таком же направлении, а остальные уже более, то есть, вот так вот где-то. То есть у тебя получается плотно закрашенная кожа, ты вообще не видишь, там, кладешь ты, не кладешь, ты только ощущаешь пальцами, да? И волосы, то, что там тебе не мешают, ничего не брызги, ничего такого. То, что многие хотят, знаешь, видеть, как точечки появляются, и им нужны длинноходы, и чтобы кожа была чистая, и чтобы было вот это ощущение, что... Ну, ты смотришь, что прям кожа видно было каждую все точку. прокрашено и все. Ну, вот это вот пугает многих. Но это, получается, это твоя особенность в работе.
И несмотря на Ну, это... просто изначально надо себя настраивать на то, что тебе ничего не должно мешать. Ни волоски, ни какие-то вообще левые. Есть такие, которые даже когда я обучалась, то есть вот и кожа не та, машинка не та, все вокруг не то, поэтому все плохо. Так не должно быть. То есть тут просто надо все в работе. Если что-то не то, это значит, ну, не знаю, я всегда говорю, руки не те у тебя, значит. Тут согласна. Когда начинают говорить, мешают волосы, мешает то, мешает все, виновато то, все. Просто это руки не оттуда растут. Ты, слушай, а ты работаешь с анестезией на губах или тоже без... Первично нет. Да. Я вообще первично не работаю нигде. На веках? Тоже редко очень. Когда более капризный клиент, ну, которому больно, тогда, ну, это первые процедуры я делаю без первичной, уже знавши, что она там не может терпеть, и вторично, и ничего не помогает, и все больно. А так, ну, редко я использую первичную. Со стороны мне кажется, что ты работаешь вот максимально вертикально. Это так или ты под углом небольшим все равно кожи находишься? Да нет, наверное, больше вертикально. То есть ты стараешься работать вертикально, Мгм. держать, да, иглу? Мгм. Но есть какая-то разница на разных типах кожи? На сухой ты там вертикально, на жирной под углом? Нет? Под углом бывает между ресничкой столько прохожу. Она, ну и когда сильно пористая, жирная, прям таких мало. Тут тоже бывает под углом. Ты сейчас сотрешь, нанесешь анестезию, подождешь, когда она сработает, да, Мгм. и будешь И прокрашивать дальше плотно ее опять. То есть вторую бровь мы не трогаем. Вторая бровь у тебя как эталон, если вдруг ты что-то потеряешь там, да, Мгм. сядешь посмотреть. Попробуй вазелин. Вот прям всю бровь размыль и посмотришь разницу. Вот ты почувствуешь разницу, как он хорошо убирает вот эти вот, знаешь. Ну, в принципе, ну, А ты какой работаешь анестезией? Вторичной? сейчас пиксель. Я с устаином работала. Потом попробовала пиксель. Что-то она дешевле и не было сустаина. Я что-то взяла, поработала, ну, нормально вроде. Потом взяла сустаин чисто из-за тюбика, он удобный такой. С Накапал. носиком? Да. Но почему-то второй раз я взяла, либо это какая-то бракованная была, не знаю, мне сказали. Но она вообще не выбеливала. То есть она что есть, что нету. И по ощущениям как-то Недавно тоже. у нас в чате обсуждали это, и она по цвету немножко какая-то грязная на вид. Не бирюзовая, красивая, как та старая. Ну, по цвету вроде нормально было, Да. но вот прям по работе мне вообще не понравилось. Я даже не стала им работать, опять заказала эту, думаю, ладно. А что не делаешь коктейль? Это ж просто. Ну, не знаю, это ж надо делать. Как ты? А ты что, с утра там Солнце. ампулы эти наболтыхала, это секунду занимает. Стоит в 100 раз дешевле, и ты как бы знаешь, какие там ингредиенты. Там их всего 3. А что там в этом пикселе? Попробовать. История умалчивает. Попробуй, да. Постановка рук, вот конкретно сейчас у Тани, кажется, что она натягивает в длину. То есть вот сюда натяжение идет и вот сюда идет. Но на самом деле здесь как пяльцы. То есть она ставит плашмя вот этот палец, и вот этот весь плашмя лежит на коже и тянет как бы во все стороны. То есть у нее рабочая рука стоит на скуле, как правильно сказать? Правильно, Таня? То есть Мгм. ты натягиваешь во все стороны на самом деле, и в ширину, и в длину. То есть кожа натянута, зафиксирована, голова. Это очень хорошая постановка рук. Голову не дернуть, не повернуть. Рабочая рука стоит далеко от зоны работы, ни на что не влияет, потому что часто вот это движение кулаком, оно двигает кожу еще. То есть я такое наблюдала, когда ставят рабочую руку прямо близко к брови. И это мешает. А эта постановка рук отличная. Все правильно я описала? Тань, Мгм. за тебя. Отлично. Да. То, что тут смущает всех. Я вижу постоянно, как мастера ставят руку вот так вот, кончиком пальцев. И, конечно, тогда ничего не натянуто никуда. А здесь все намертво зафиксировано. Я и вот эту натянуто. руку раньше, то есть я раньше прям вот чисто пальцем докасалась только.
почему-то. Потом уже поняла, что так удобнее. Да. Изначально у меня постановка рук была, ну, тоже вот эти руки, то есть прям, или не помню, или нас учили так вот как-то вот чисто пальцем. То есть чем меньше клиента трог, чтобы ему комфортно было. То есть я прям легонечко. На самом деле со временем мизинец-то устает так. Когда он Стоять, как упор? Да. То есть удобнее все-таки, когда на кулаке. на кулаке. Я вначале тоже страдала вот этой ерундой, чтобы не сделать неприятно клиенту, чтобы ему было удобно. Потом я плюнула на это гиблое дело, потому что в итоге надо, чтобы результат был хороший. И плевать, удобно, неудобно. И мне в этом помог в мастер-классе. Я была очень-очень давно у отче наш Святослава. И он так ставит руки, что там просто... Блин, будешь вырываться, не вырвешься. Так фиксирует намертво. Я такая, о. Я тоже смотрела его прямой эфир, и он так, клиент, то есть он делал стрелки, текут слезы, она дергается, то есть, ну, видно, что больно ей прям. Он говорит, она притворяется, говорит, вы не смотрите. Не обращайте внимания, Она притворяется, говорит, на самом деле вообще не больно, говорит. Ну, слезы часто текут от света, от вот этого всего, просто разные бывают случаи. Ну, как бы речь там не об этом, а о том, что надо делать так, чтобы было удобно. У нас, получается, левая бровь. Покажи, пожалуйста, как ты ставишь руки. Сработаем, когда с одной стороны просто левую бровь поворачиваем, голову на себя. И я смотрю, ты немножко переехала на угол кушетки, немножко да? Повыше, да. Угу. Поудобнее. Ну и, то есть, вот эту руку, то есть, мне уже неудобно кулаком поставить. То есть вот здесь все-таки с этой стороны я на мизинец в основном облокачиваюсь. А так по натяжению вот эта рука прям полностью лежит. Ну, натягиваешь ты похоже, да? Тоже пальцы во всю длину натягиваешь. По контуру прям воздушно, растушевываю, все равно захожу. Потому что если сравнить эскиз и сделанную бровь, то есть она шире, но заживет она примерно так же. Но ты расширяешь настолько, зная, что она сузится, по сути. И та при часть заживлении уйдет. она такая не будет. Ну, плюс и брови свои позволяют. Клиенты не пугаются, когда вот такие широкие получаются, свежие? Ну, не всегда. Кто-то, да, переживает. Ну, в принципе, они объясняют, что это все при заживлении станет намного уже и воздушнее. То есть сейчас они просто более яркие, и поэтому смотрятся шире. Ну, плюс от анестезии рамочка, да? Четкие. Какие ты ошибки совершала там в первые полгода работы? Вот сама ты их фиксировала и искореняла у себя? Были же? Вот просто это для новичков будет интересно. Блин, вот как раз-таки начало, я тоже думала, то есть я отучилась, у нас была поддержка, да, мастера, вот, который обучал нас. То есть мы скидывали свои работы. Я все время, то есть я делаю работу. У меня еще даже есть работа, которую я там на учебе делала, тоже у него в Инстаграме. То есть изначально она нам помогала там Инстаграм заводить, все. Обучением ты довольна, да? Да, прилично прям всё? она так хорошо редко, подходит. это редко случается, тебе повезло. И я свои работы, допустим, я не хотела выкладывать мои первые работы, я там видела там что-то, какие-то пробелы, недочеты, все равно думаю, все равно, тем более это первая работа, по-любому что-то не так. Она говорит, выкладывай свои работы. Ну, почему ты не выкладываешь? Я говорю, да мне они не нравятся. Она говорит, да ты офигела? Говорит, у тебя, говорит, работа классная. Говорит, выкладывай. Потом тоже у нас вот была группа наших учениц, которые учились со мной, да, вместе. И мы, то есть, присылаем свои работы, я смотрю, ну, она комментирует, да, здесь не так, это не так. Я скидываю, она говорит, это классно, все супер. Думаю, я потом уже расстроилась, такая, говорю, мне не нравится вообще, думаю, блин, я скидываю, я жду комментарии, что у меня там что-то не так, да, здесь там надо исправить, тут. Она говорит, нет, все классно, все супер, молодец. То есть изначально как-то оно у меня Слушай, пошло, есть такой комплекс какой-то, прям... как это называется? Комплекс или эффект самозванца? То есть ты сама в себя не веришь, тебе кажется, что ты плохо делаешь, да, а у тебя мне все кажется, отлично, все равно да? же что-то не так. Хотя я такая, я, конечно... Не, ну все равно же были. Ну что, пробелы были, да? То есть рука у тебя легкая, ты не заглублялась никогда, получается. То есть, наоборот, приходили... вот минус маленький в том, остаток, что да? ничего нету, да. Я потом даже... Есть такие просто, которые придут, скажут, да делай, да, но я им говорю, чтобы они приходили, в случае, если там ничего не осталось. А есть такие, конечно, которые не придут, скажут вообще, что она делала, не что умеет, не я делала, к ней не приду, да? Зачем, что вообще пошла, пойду набью себе конкретный Надолго. на всю жизнь, да.
Но таких Получается. все равно, которая пришла бы, сказала, удали мне это все. Не было. Таких не было, да. Мгм. А у кого ты училась? Я у Елены Сакановой, она в Калининграде. В Калининграде? Мгм. Единственный мастер, который доволен обучением. И поддержка была, и учили хорошо. Но даже потом я только к ней, я вообще вот только у нее училась изначально, когда вообще задумалась об этом, все, на что я наткнулась в интернете, это, естественно, ты. Я. То есть, да, YouTube, и вот единственное такое, что там показано, как работает, ну, как это все делается, что как. Я пересмотрела на YouTube видео твои. То есть, в принципе, я на учебу шла такая подготовленная. Я знала, что это, я знала, как это делается. Осталось только попробовать. То есть разобралась, чем, как. Я даже, когда на учебе задавала вопросы, то, что я говорю, про что я спрашивала про бинт Мартенса. Я говорю, ну, мы начали про коврики. Я говорю, а правда, что, говорю, можно на бинте? То есть он похож. Она такая смотрит на меня, такая, ты что, Нечаева смотрела? Я говорю, да. Да, я его случайно обнаружила, но он не идеален, конечно. Но он похож на вот сейчас Ну, это латексные было коврики. Тогда, то есть, ну, еще Да. как бы такого не было. Ну, так много всего. Это сейчас как-то пошло. Так, вот здесь прям Так, ты, аккуратненько. получается, постепенно прокручиваешь голову, да? Да, здесь у нас еще родинка, прямо ее надо обойти аккуратненько. Сколько ты вокруг родинки расстояния оставляешь? Ну, я прям вот почти впритык к ней. Ну, и то здесь они настолько прям воздушные, не факт, что я даже Что ты ее травмируешь, да? дотрагиваюсь там. Сколько дней у тебя было обучение? 8. У нас еще был перерыв, то есть 4 дня мы учились, и где-то пару дней перерыв, потом опять 4 дня. На самом деле это, ну, прям... Не устаешь, да? Да, Не и замыливаешься? ты, то есть, хоть перевариваешь за эти пару дней, что у тебя за эти 4 дня вообще произошло, потому что голова вот такая, у тебя столько информации. Всё Как это еще надо- раз мастера, учителя зовут? Елена Саканова. Саканова? Мгм. Ну, круто. 8 дней это прям редко кто учит. Молодец. Это в смысле много, да? Да, обычно там 2-3, ну там Мгм. 4. Все зоны, да? Да. Ну, то есть межресничка, не стрелка. Межресничка, губы и брови. Слушай, а с твоего курса все стартанули хорошо, с хорошими работами? Или были трешоделы? У нас вообще на тот момент нас было всего 3. Обычно, вот сейчас смотрю, у нее там человек 7 бывает. А нас было 3. Мы, ну вот вдвоем я только общаюсь с девочкой, вот, которая одна. Со второй как-то не общаюсь, и я даже не знаю. Она такая уже в возрасте, косметолог, да, и она ну, как-то это изначально не не важно. такая. Я имею в виду... А вот девчонка, которая хорошо ли у всех делает, получалось ну на да, обучении? по сравнению, допустим, я даже сравниваю девчонки, которые учились там у других, я смотрю работу, просто я до этого еще как-то с бровями была связана, то есть я красила их в там красках, но вот я их рисовала, наверное, лет 5 там просто. С формами у тебя проблем Да, не я было? как-то мне попроще было. И так я любительница, ну, так, порисовать, то есть, ну, вот в плане вот художества чего-то, мне как-то нравится это. А девчонка, которая со мной, допустим, училась, она вообще там бухгалтер работала, то есть, ну, вообще никак не была связана с каким-то там красотой, вот это все. Но, тем не менее, как бы у нее работа намного даже лучше, чем я смотрю вот других учениц, у других мастеров. Я вижу мастеров, ну так, скажем, грубо говоря, 2 типов. Тех, которые работают вот такими размашистыми штрихами и точками создают рисунок. Ну, в растушевке я имею в виду. И вот так вот монотонно, много штрихов. То есть на самом деле довольно опасно вот так работать. Особенно если рука тяжелая, потому что ты права. Можно стереть и увидеть, что там целый блок заглублен вообще с жесткими границами. То есть если легкая рука такая, вот как у нее, еще раз, легкая рука – это слабый нажим. Стабильный и слабый нажим. Когда тщательно прокрашивается вот вся кожа. И нету такого, что где-то штрих глубокий, где-то там пара точек на большой глубине, а где-то поверхностно. То есть очень стабильный и легкий штрих. Вот так можно работать. Но классно, что мы начали амбассадоров выдергивать, потому что все по-разному работают. Кто-то размашисто и большими иглами, кто-то вот так вот монотонно, миллион штрихов кладет. То есть вот так работая, можно при более сильном нажиме за один проход создать очень четкую, яркую, широкую бровь. Еще и на несколько лет.
Да, а тут очень легкий нажим. То есть я реально ставлю палочку, и в растушевке еле-еле ощущается. То есть вот такой сантиметровый размах еле-еле ощущается. Как-то ты тренировала свой вот этот нажим, скажем Ну, так? нет, у меня он изначально такой пошел. Да, то есть вот такая у тебя рука? И на обучение тоже она подходит, говорит, ты чувствуешь вибрацию? Я говорю, да. Она говорит, а я нет. Давай, говорит, сильнее. А я не могу. Наверное, То из есть, ну, первых вот ошибок. я просто чувствую вибрацию, это и все. Мне кажется, вот, ну, как оно изначально пошло, что должна быть чувствовать, что это минимальная вибрация по коже. Из первых ошибок, говорю, у тебя, Я наверное, её было, чувствую. что теряла ты, может, форму, Я да? эскиз теряла, да, Мгм. первый. То есть я Стираешь, ничего начала, нет. я искала вот эти ручки, которые не стираются, ими рисовала, то есть тогда еще нормально. А первые, да, то есть мы рисовали обычной гелевой ручкой эскиз сначала. И то есть я стирала, потом заново рисовала. Вот с этим, да. Ну, мне кажется, это классные ошибки для новичка, когда ничего Ну, нету, лучше да, лучше такие, так, да, чем переборщить. втыкать и оставлять И вот этот очень много. страх все равно был переборщить. То есть после этих татуажных бровей, когда смотришь и понимаешь, что это на всю жизнь, и еще попробуй их убрать, то есть это страшно на лице, когда у тебя это все. Когда ты приходишь в головку, вот сейчас, если посмотреть, то у тебя штрихи одинаковой длины, они создают ровную линию. Когда ты приходишь к головке, там линия скошена должна быть. Как ты это контролируешь? Ближе к изгибу, то есть вот здесь полсантиметра до прям края, который нарисовала. Здесь уже меняется направление. Ну, даже волоски меняют направление роста. Ты изменишь направление наискосок, да? То есть здесь, чтобы контура не было, допустим, как по всей. То есть, по сути, по всей длине брови у тебя параллельные контуру штрихи, да? А в головке наискосок вот на этой брови. Опять-таки, если в общем, в итоге, то есть, чтобы была более четкая форма. Что бывает, когда вообще нет волосков, то есть здесь волоски еще свои есть. Угу. Тогда вообще по всей брови, то есть они такие размашистые. Только первый проход делаю вот горизонтальные, прямые, а потом все идут наискос. Понятно. А бывают у тебя клиенты, которые требуют поярче, Да, еще ярче? Они в основном все. Да? Да. А у тебя Поярче. третья процедура платная? Бесплатная. Не знаю, я как-то не могу ее сделать платной. Ну, потому что ты Хотя- понимаешь, что это из-за твоей легкой руки такое, да, у Ну, нас в основном, происходит? да, и вообще как бы вот есть цена, и все. То есть это цена результата. А сколько надо процедур, потому что кто-то и на вторую не придет, и все нормально. А кому-то приходится 3, а то бывает даже там 4. А ты не думала о том, что они плохо ухаживают, когда знают, что бесплатно Может быть, будет? но тут это же никак не проверишь. Ну, знаешь, когда человек знает, что каждый раз ему придется заплатить, он уже бережет, халит и лелеет свои корочки, не сдирает, и вот не мочит, и вот это все. А когда они знают, что бесплатная коррекция будет, они в баньку, в бассейн, там, на море спокойно. Я просто прям это, знаешь, проверяла на куче моделей и клиентов. Да, есть такие, но они никогда не признаются в основном. Единицы придут, скажут, что, блин, я вот купалась. Ну, смотри, ты себя загоняешь вот в эту ловушку бесконечных коррекций для наглых клиентов, которые плохо ухаживают за бровями. Ну, хотя мне иной раз и клиенты сами говорят, почему бесплатно? Ну, так нельзя, ты что? Ну, расскажи, какой ты уход рекомендуешь? У тебя он какой-то особенный, свой? Уход такой же, как в NE Pigments. 3 дня их берегем. В принципе, я даю памятку. У меня памятка распечатана, потому что все равно они все забывают, хоть он простой. Сколько там дней, чего. Ну, конечно, да, чем он проще, тем легче. Тем, скорее всего, они будут его соблюдать. Угу. Да, это уже то со временем поняла. Потому что до этого было, то есть еще вазелин был в уходе. То есть там на 4-й день мажем вазелином. То есть, ну, вот с учебы, да, у меня был уход. Опять-таки кто-то путал, кто-то с 1-го дня их начинал мазать вазелином. То есть я так думаю, блин, ну его нафиг вообще этот вазелин. Расскажи самый маразматичный случай какой-нибудь с клиентами, который связан. Блин.
У меня просто про вазелин, я же тоже когда-то рекомендовала, если будет сушить, тонкий слой. И вот мне реально, я помню эту женщину, она пишет, у меня гной на бровях, они воспалились. Как это возможно? Что это такое? И она приходит, она говорит, я, как вы говорили, вазелин. У нее вазелина там с полсантиметра в толщину слой. Все воспалилось реально. То есть у нее там без воздуха все запрело. И, такой маразм я вот один раз встречала. И я его убрала сразу из ухода полностью. Я убрала его, когда у меня клиентка с первого дня мазала, у нее там на второй день уже отвалились, и у нее ничего не осталось. Он говорит, вообще цвет какой-то красный, а это просто кожа еще травмированная. Да, то есть это не цвет был, то есть я говорю, там скорее всего, ничего не останется, это краснота чисто из-за того, что рано слезли корочки, то есть она сойдет. И да, она на коррекцию пришла, там ничего не было особо, красноты тоже не было, естественно. Но при этом я тоже подумала, таких прям вот, что вообще какой-то трэш. Не было? Не было, да. Кто-то, каждый тоже объясняешь, и все время думаешь, что каждый поймет это по-своему. Ты объясняешь, вроде тебе кажется, все понятно, что здесь непонятного. Ты говоришь умываться, все. 3 дня там поберегла, и то ты как бы их обрабатываешь там, да, протираешь. А кто-то неделями, вот у меня девчонка, на 3 недели они у нее вообще не отшелушивались, потому что она их не умывала толком. Я говорю, ты их умываешь? Она говорит, да, умываю. Она говорит, я не пойму, как их умывать. Говорит. Я говорю, прям руками умывай. Пока она их не смыла, то есть они у нее держались. Слушай, у тебя какой-то все равно другой уход. Уход? Да, получается. У меня первый день моют с мылом хорошенько. Через 3 часа промываю. Каждые часа 3, да. А потом просто на сухую вообще. И потом где-то 6-7 дней не мочим, да. То есть не 3-4 дня. У тебя 3-4 дня? У меня 4, да. И потом ты разрешаешь мочить? Угу. Да? Может, кстати, из-за этого остаток еще небольшой тебе тоже, не? Не думала? Потому что самостоятельно они сшелушиваются все-таки 6-7 дней держатся. А потом они могут размочить и... Но у меня вот в основном это день 4-5 они начинают у всех. У кого-то и дольше. Но даже у кого кто больше не мочит, их все равно. И не скажи, что там нет разницы. Намного лучше, да. Ну-ка, Тань, подними руки. Да, и сейчас поставь, пожалуйста, руки, покажи, как ты ставишь их на этой брови. Я вижу, ты прям сгоняешь к глазу кожу. Расскажи, почему. Да, потому что здесь как раз натягивается, то есть здесь кость, и она прям... То есть вверх это будет, она не натянется, так наоборот она здесь соберется. То есть здесь как раз вниз, вот на этот изгиб кости, то есть прям она растягивается очень хорошо, вот это, чтобы пройти апекс. Угу. Бывают случаи, когда ты бровь вверх вытягиваешь все-таки на каких-то надбровных дугах особых? Или все-таки если нет? только, опять-таки здесь, допустим, начало, здесь опять в несколько сторон натягиваешь, и вверх, и в бок. Тогда да. То есть, а вот это место удобно только вниз. Вверх она так не натянется. Почему я делаю акцент на этом? Потому что я же не работаю с одной стороны. Я вот смотрю, как ты работаешь. Я всегда вытягиваю вверх, потому что я сижу с другой стороны. А вот это мне интересная деталь, потому что для тех, кто хочет изменить место и сидеть только с одной стороны, это очень важные моменты, потому что они не очевидны. Ну, на этой брови тоже я вниз в основном. Угу. Да. То есть именно на вот эту кость. Кстати, на этой брови ты быстрее работаешь. На той второй, почему? Да, и здесь я пока почувствовала все вот это вот аккуратненько. Здесь-то я уже и кожу прям почувствовала. И можно уже спокойно. Потому что вот прям видно, как кожа на глаз наползает. Многие мастера уводят с кости, а ты, получается, на кость, наоборот, натягиваешь то место, где работаешь, да? И опять-таки машинка, чтоб стояла 90 градусов, уже неудобно, то есть руку положить тогда будет падать. Скосом на мизинец. Да, и на мизинце вместо. Да, на той брови первого удобно. Скажи, пожалуйста, что ты сейчас делаешь? То есть ты практически закончила бровь, вторую, и ты нанесла анестезию, чтобы сравнить? На первую, чтобы краснота ушла, чтобы сравнить. Ты будешь сажать ее, чтобы посмотреть, или лежа ты смотришь? Расскажи, как это у тебя выглядит. И лежа смотрю, то есть здесь все равно понятно, какая по плотности, по прокрасу все.
А не бывало такое, что ты садишься и понимаешь, что криво? Лицо расползается же лежа, непонятно. Не бывает, что что-то там чуть ниже, чуть выше, и И подправляешь. ты тогда, Да. то есть все-таки ты сажаешь в конце, да? Мгм. Мгм. В конце, да, я сначала сама смотрю, доделываю все, что надо, и потом уже только показываю Мгм. клиенту. Ну, красивая дымка получилась и теплый цвет, да. Хотя это Холодный. холодный пигмент. То есть вот как по-разному выглядят пигменты в зависимости от укладки. Это, конечно, интересный опыт. Молодец. Спасибо, что дала нам этот опыт, Таня. Со своим комплекс самозванца. Тане кажется, что ей все рано, учить рано, она слишком мало работает. Только на 10-й год можно начинать учить. Расскажи, что ты увидела и что ты будешь доделывать. Смотрим результат, смотрим по плотности, чтобы они были равномерные. По проходу. Доделать, я думаю, еще чуть-чуть поверху их пройти. Вот эту. Сейчас мы берем волоски все лишние. Кстати, тоже часто спрашивают почему-то, что думают, что свои брови надо сбрить или удалить. Не знаю, Полностью? откуда это пошло, да. Но бывает такое, спрашивают. Расскажи мне, Таня, знаешь что, брови получились достаточно массивными такими, тяжелыми. Но насколько ты ожидаешь, что они сузятся? То есть ты же постоянно работаешь с клиентами, ты осознанно достигала вот этой ширины. Намного шире, да. Но Да. поверху уйдет 1-1,5 миллиметра, я думаю. Он прям вообще светленький станет. Вся дымка вот эта уйдет, да? То есть практически, прилично они станут уже. Обычно даже просят пошире на коррекции. Да? Ну, потому Да. что привыкают. Хотя то есть сейчас за счет того, что очень ярко, плотно, они кажутся, что широкие. Ну и плюс волоски свои тоже позволяют пошире их сделать все равно. Но мне нравится, когда пошире. Ну, И понятно, тоже что у не каждого каждому, мастера да. свои предпочтения в работе, да. Ладно, мы дождемся зажившую, покажем еще и Заживаю. Вот зажившую. эти до волосков, то есть, в принципе, будет вообще дымка. Мгм. такая. А знаешь, какой вопрос тогда у меня? Зачем так расширять, если ты ждешь, что уйдет он все равно? Чтобы чтобы всё именно равно не легкость было сохранилась. четкости вот этих линий. То есть, Ага. чтобы не было здесь четко, как нарисованный там карандашом чем-то, Мгм. чтобы это была именно тень. Процедура наша подошла к концу. Я задавала вопросы, все, какие мне пришли в голову. Если вдруг я что-то пропустила, пишите в описании к этому видео. В следующих видео мы обязательно на них ответим. Также наши пигменты вы можете приобрести по ссылке, которая тоже будет в описании к этому видео. И это будет ваша нам благодарность за то, что мы выдаем вам столько информации для того, чтобы вы работали более качественно, совершали меньше ошибок. Ну и, конечно, благодаря нашим великолепным пигментам. С нами была Татьяна Даламанджи сегодня. В описании к этому видео будет ссылка на ее Инстаграм. Всем спасибо, что вы с нами были. Всем пока. До следующих встреч.